Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусное блюдо на ужин или даже на праздничный стол. Из самых доступных ингредиентов, которые всегда есть у нас дома, это картофель и также курица. Мелко нарублю 2 зубчика чеснока. Здесь у меня филе куриных бедрышек с солью и перчем с обеих сторон. Я взяла филе бедра с кожицей, потому что мне хочется, чтобы кожица немного подпеклась и дала свой вкус. На внутреннюю часть бедра, там где у нас мясо, я выкладываю чеснок. И также солью и перчем с этой стороны. Мясо отставляем в сторонку, пусть оно немного промаринуется. Тем временем берем одну цибульку, можно среднюю, можно большую, все зависит от того, насколько вы любите цибульку. У меня цибулька большая, поэтому нарезаю на четвертинки. Если у вас поменьше, то можете нарезать полукольцами. 700 граммов картофеля нарезаем достаточно тонко, чтобы он успел у нас пропечься. Берем форму, смазываем ее растительным маслом и первым слоем выкладываем цибульку. Смотрите, мы очень любим цибульку в любом виде, поэтому у меня ее много. Вы смотрите, добавляйте чуть больше или же по вкусу. Картошку обязательно немного подсаливаем по вкусу, чтобы она не была пресной. И также черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем, чтобы специи распределились. И выкладываем картофель в форму. У меня форма достаточно большая, поэтому получится тонкий слой картошки. У меня размер формы 25 сантиметров на 40 сантиметров. Сверху выкладываю курицу, чесноком вниз, кожей вверх. Ставим выпекаться на 20 минут в духовку прогретую до температуры 190-200 градусов. На крупной терке натираю 120 граммов сыра, который хорошо плавится. Вот у нас получилась горка сыра. И теперь сверху этим сыром посыпаем мясо и картошку. Посмотрите, на курочке уже у нас есть хрустящая корочка, жирок подвытопился, все начало так вкусно, ароматно пахнуть. Сыра у нас немного. Если хотите, можете взять чуть больше. Теперь этому блюду нужен майонез, причем он должен быть магазинным, потому что в магазинном майонезе они добавляют стабилизаторы, крахмалы, и за счет этого его можно запекать. Если вы возьмете домашний майонез, то он расслаивается на растительное масло, отсекается и получится совсем не то. Я специально взяла нежирный майонез, чтобы блюдо было не таким уж вредным. И теперь немножко его распределяем равномерным слоем. Благодаря майонезу сыр у нас не будет гореть слишком сильно. И вообще, конечно, майонез нужен в этом блюде, он придает вкус. Если хотите, можете заменить, то есть не заменить, а смешать сметану с майонезом. Но я просто взяла не очень жирный майонез. Ставим выпекаться еще минут на 20-15, может 25. Все зависит от картофеля. Он должен стать полностью мягким. Я уже попробовала, у меня картофель почти готов, поэтому я отправляю на 15 минут. И вот посмотрите, какая у меня вкуснятина получилась. Просто так пахнет. Неперевершено. Сверху у нас хрустящая корочка, посмотрите, а здесь у нас сочнейшая картошечка, мягенькая, пропитанная соком из мяса и также цибульки. И здесь какая красивая румяная картошечка. Посмотрите на эту красоту. Даже сыр еще тянется, а снизу очень много сочнейшей картошечки. И обязательно, конечно же, картошка здесь нужна. Разрезаем мясо. Посмотрите, оно у нас полностью приготовилось. Сверху
Такая хрустящая корочка. Кусочек отрежу мяса и картошечка. Посмотрите, она просто нежнейшая. Цибулька у нас вся просто превратилась в соус. Уже нет кусков цибульки отдельных. Это очень вкусно. Курочка получается такая сочная, сверху у нее красивая румяная корочка, даже хрустящая, картошечка нежная, тающая во рту, и все это вместе в соусе из куриного сока и также растаявшей цибульки. Попробуйте это простое блюдо, которое точно понравится всем. На нашем канале есть подобное блюдо, которое называется чемодан, но там я по-другому выкладываю все ингредиенты, и в итоге там мясо получается просто тающее во рту, а сверху такая красивая румянейшая корочка. Я оставлю ссылку, приготовьте и так, оба варианта классные. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.